Я сейчас вам расскажу, как делали натуральную темперу в старину. Э, То, как мы делаем сейчас, немного отличается, но это не принципиально. Для этого процесса раньше использовали деревянные ложки с обрезанными черенками. Гладкие фарфоровые или пластиковые чашки для этого не годятся. У меня есть такая деревянная как бы специальная тарелочка из груши. И я ее раньше использовала для растирания красок. В старые времена краски растирали пальцем. То есть у меня просто такая деревянная тарелочка, а иконописцы в старину растирали в ложках деревянных. Деревянные ложки, как вы понимаете, они были немножко с такой шершавой поверхностью, и за счет того, что по этой поверхности растирался пигмент, он хорошо растворялся вот с желтковой эмульсией. Но я хочу сказать, что есть некоторые пигменты, которые прежде чем растирать, их нужно промыть, отмучить, то есть отделить частицы более тонкие. Я сейчас говорю не о тех пигментах, которые выпускаются промышленно, они очень качественные, отмытые, отмученные или перемолоты хорошо. Но я говорю, бывают такие случаи, когда мы находимся в какой-то изоляции, и у нас нет возможности купить. Мы добываем там что-то где-то самостоятельно, как это было в какой-то период в моей жизни, когда это были 90-е годы, и там поехал в Москву, и там что-то где-то привез, оно все не очень качественное. И нужно было уже выходить из положения. Поэтому здесь как бы всегда нужно включать размышления о том, что и как делать с каким пигментом. Вот. Но я вам еще покажу, как я, например, применяла глауконит. Вот, например, на этой иконе, которую вы сейчас видите, здесь есть и малахит, и глауконит, и я их не растирала. Вернее, малахит растирала, но для этого я использовала, такая была в старинные времена у моей бабушки бронзовая ступка, наверное, многие с такой штукой знакомы. Но я просто испоганила этот пестик в ступке, он весь у меня стал такой в таких как бы сколах из-за того, что металл не выдержал вот кристаллов этих. Вот видите, вот это малахит так выглядит. Сейчас я вот покажу. Малахит, например, он получается в принципе очень мелкозернистый в процессе растирания. Вот, например, глауконит. Он, в принципе, хорошо размолот, но в нем есть такие песчинки. Но мне они очень понравились. Вот видите, я так пальцем растираю, да, вот, и точно такой же эффект получается, когда я его использую с желтком. Что мне понравилось, то, что он имеет вот эти крупинки, они как бы сравнительно получаются такие тяжеловесные в растворенном виде, и когда их накладываешь на какой-то слой краски, они хорошо просвечивают нижний слой и вместе с тем дают какой-то свой неповторимый налет колорита такого зеленоватого. То есть есть несколько видов глауконита. Вот мне очень нравится этот немножко такой более к серенькому, но в нем есть тоже некоторая доля зеленцы. А есть более с таким зеленым отливом глауконит. Вот. И вот я просто
использовала вот некоторые такие моменты в иконописании. Я начала рассказывать о том, как в старину использовали деревянные ложки с обрезанными черенками. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что гладкие фарфоровые какие-то там тарелочки или другие гладкие поверхности пластиковые, стеклянные не годятся. А поверхность должна быть шершавая, тогда краска на этой шершавой поверхности растирается, становится такой гладкой, и она хорошо растворяется водой, в ней нет крупиночек, она так плавно ложится на поверхность во время письма.